Netflix – одна из самых популярных платформ в мире, которая предлагает огромный выбор разнообразного контента. Там можно найти что-то на любой вкус, и если вы любите фантастику, то вам повезло, потому что стриминг постоянно выпускает множество отличных проектов жанра. Привет, киноманы! Вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 10 отличных фантастических сериалов Netflix, которые стоит посмотреть. В этой подборке как любимые многими тайтлы, так и парочка малоизвестных, которые Netflix старательно прячет от вас в недрах своих каталогов. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Иная жизнь. В недалеком будущем Земля становится свидетелем частичного первого контакта с инопланетной цивилизацией. Над планетой появляется НЛО, из которого вырастает огромная кристаллическая башня. Человечество делится на два лагеря. Одни хотят установить связь с пришельцами, другие узнать, что те скрывают. Для этого отправляются две экспедиции. Одна к НЛО на Земле, другая в космос, на борту современного космического корабля. Ника Брэкенридж, капитану космического корабля Сальвар, предстоит возглавить молодой и неопытный экипаж, встретиться с враждебными пришельцами и довериться искусственному интеллекту, который явно не откровенен с людьми на борту. В то же время ее муж Эрик Уоллес, ученый, остается на Земле и занимается исследованием артефакта и попытками связаться с инопланетянами. Сериал радует своими визуальными эффектами, которые демонстрируют красоту и ужасы космоса, планеты пришельцев, а также напряженными сценами. Его часто сравнивают с другими фантастическими произведениями, такими как «Прибытие», «Затерянные в космосе» и «Пространство», но он больше фокусируется на драме и эмоциях персонажей, чем на деталях мира и экшене. Алиса в пограничье. Арису – безработный молодой человек, который прожигает свои дни в видеоиграх и в компании друзей Сёта и Карубы. Однажды они отправились гулять по Сибуя, оживленному району Токио, где стали свидетелями загадочного явления. Они обнаружили, что все жители города исчезли, а они сами оказались в ловушке в опустевшем и полном опасности мире – пограничье. Чтобы выжить, Арису и его товарищам придется участвовать в смертельных играх. Победа дает игрокам право остаться в пограничье, но если виза закончится, игрок уничтожается. Застряв в этом кошмаре, они должны продолжать побеждать, пока не узнают правду о пограничье и не найдут выход. Это потрясающий сериал с великолепной кинематографией и прекрасной игрой актеров. Каждый эпизод заставляет зрителей затаить дыхание и ждать продолжения, но будьте готовы к тому, что некоторые сцены будут очень трогательными и грустными. Netflix создал потрясающую адаптацию супергеройского комикса «Академия Амбрелла» от Джерарда Уэя и Габриэля Ба. Это история о необычной семье приемных детей, которые родились в один день в 1989 году, когда 43 женщины неожиданно, без предварительных признаков беременности, стали матерями. 7 из этих детей были усыновлены загадочным миллиардером сэром Реджинальдом Харгривсом, который вырастил их как команду супергероев под названием «Академия Амбрелла». Но из-за конфликтов и склок они разошлись. Спустя годы они вновь собираются вместе, когда умирает их приемный отец, и они узнают, что скоро наступит конец света. Сериал поражает своим крайне стильным визуалом, яркими костюмами, декорациями и спецэффектами, а также незабываемым саундтреком. Кроме того, он привлекает своим оригинальным и творческим сюжетом, в котором переплетаются исторические факты, отсылки к поп-культуре и комиксам. «Несовершенный» – еще один проект Netflix, который был отменен слишком рано. Сериал рассказывает о 3 подростках, которые стали жертвами генной манипуляции. Из-за неудачной терапии, проведенной безумным ученым, они превратились в существ, обладающих сверхъестественными способностями. Теперь они похожи на банши, суккубов и оборотней из легенд и мифов. Они объединяют свои силы и отправляются на поиски ученого, чтобы вернуть человечность, а по дороге сражаются с другими монстрами, угрожающими миру. Сериал длится всего 1 сезон, так что вы легко сможете посмотреть его за вечер или 2. Он основан на комиксах, которые вышли в 2015 году под эгидой издательства Dark Horse. Они имеют разные сюжеты и героев, но их объединяет интерес к теме генетических экспериментов и их последствий. «Черное зеркало» – британский сериал-антология, который показывает темную искаженную сторону технологий и их воздействия на нашу жизнь. Каждый эпизод – это самостоятельная история с разными героями, декорациями и жанрами, от антиутопии до сатиры. Сериал вдохновлен «Сумеречной зоной» и использует темы технологий и медиа для критики современных социальных явлений. И в свете постоянного развития искусственного интеллекта в реальном мире «Черное зеркало» поражает своей пророческой силой и кажется до жути актуальным. Сериал славится своими неожиданными сюжетными ходами, черным юмором и пессимистичными финалами, а также оригинальностью и изобретательностью сценариев. Последний на данный момент 6-й сезон стал приятным сюрпризом для фанатов, ведь он не уступает по качеству первым, которые принесли телешоу такую известность.
Видоизмененный углерод. Киберпанк-сериал, основанный на одноименном романе Ричарда Моргана, вышедшем в 2002 году. Сериал переносит нас в будущее, где человеческое сознание можно записывать на устройства, называемые кортикальными стеками, и переносить их в разные тела. Благодаря этой технологии люди могут жить почти вечно, если их стеки не будут уничтожены. В центре сюжета Такеши Ковач, бывший солдат и повстанец, который провел 250 лет заточения в виртуальном аду, пока его не освобождает богатый бизнесмен Лоуренс Бэнкрофт. Бэнкрофт пересадил сознание Ковача в новое тело и предложил ему работу – расследовать свое убийство. «Видоизмененный углерод» — это динамичный, захватывающий, визуально потрясающий сериал, который затрагивает вопросы жизни и смерти в мире без границ. К сожалению, он был отменен из-за высоких затрат на производство в условиях пандемии, но все еще остается одним из лучших научно-фантастических проектов. «Затерянные в космосе» — современная экранизация одноименного сериала 60-х годов, который повествует о семье Робинсонов, оказавшейся на неизвестной планете после катастрофы на борту космического корабля. Сериал вдохновлен классическим романом «Швейцарская семья Робинзонов» и комиксом «Космическая семья Робинзонов». Отличительной чертой этой перезагрузки является то, что он позиционируется подходящим для семейного просмотра. Главные герои — семья Робинсонов, которые отправляются в опасное путешествие к новому миру Альфа Центавра, где должны начать новую жизнь. Но их планы рушатся, когда их корабль «Резолют» атакует загадочный робот, и им приходится спасаться в капсулах. Их капсула «Юпитер» совершает аварийную посадку на ближайшей планете, где Робинсоны сталкиваются с множеством угроз и трудностей, пытаясь найти других выживших и выбраться из этого мира. Сериал завершился в 2021 году третьим сезоном, который удовлетворил фанатов своим эмоциональным и законченным финалом, не оставив неразрешенных вопросов. «Море спокойствия» — корейский фантастический сериал, выпущенный Netflix, построенный на множестве классических сюжетов научной фантастики. Он рассказывает о космической аварии, недобросовестном правительстве и загадочном вирусе, который уничтожает жизни героев. Сериал может показаться знакомым любителям жанра, но также предлагает и нечто новое и захватывающее. События разворачиваются в ближайшем будущем, где на Земле вода стала дефицитным ресурсом из-за глобальной засухи. Единственная надежда человечества — обнаружить новый источник воды на Луне, где находится заброшенный секретный научный центр станция Балхе. 5 лет назад там произошел странный инцидент, в результате которого погибли все сотрудники. Команда избранных специалистов отправляется на Луну, чтобы добыть образец, который может спасти планету. «Племена Европы». Сериал переносит нас в 2074 год, когда мир оказался на грани хаоса после таинственного технологического катаклизма, который разрушил все технологии государств и расколол Европу, превратив ее во враждебные племена микрогосударства. В центре сюжета трое братьев и сестра Ориджинов, которые живут в глухом лесу, вдали от цивилизации. Их спокойная жизнь нарушается, когда на Землю падает самолет из Атлантиды, загадочной высокотехнологичной страны, о которой мало что известно. Они спасают раненого пилота и находят рядом с местом крушения странный куб, в котором скрываются фантастические технологии. За этим кубом начинается охота со стороны племен, жаждущих завладеть его силой. Сериал повествует о приключениях этой семьи и о том, как они пытаются выжить, найти друг друга и изменить судьбы Европы. Несмотря на жанр фантастической антиутопии, в фильме чувствуются элементы фэнтези из-за отсутствия крупных центров власти и возвращения в мир, существовавший до электричества, с боями на мечах и верховой ездой. «Горячая голова» — фантастический сериал Netflix, который переносит нас в антиутопический мир, где неизвестная эпидемия безумия заражает людей через их речь. Главный герой Мурат Сиявус, бывший лингвист, который живет в подполье со своей матерью и обладает уникальным навыком устоять перед этой болезнью. Однако его дар привлекает внимание противоэпидемического института, организации, которая хочет использовать его в своих интересах. Мурату приходится скрываться от преследователей и разгадывать тайну горячей головы, неизгладимого следа болезни. Сериал поражает своим ярким и реалистичным изображением антиутопического общества, где люди разделены на зоны, подавляются таблетками и подвергаются слежке дронов. Особенно интересно и необычно то, как в сериале используется язык, как источник ужаса, поскольку зараженные издают бессмысленные и тревожные звуки, заражающие остальных. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!